Польша создаст буферную зону на границе с Беларусью, Лавров вновь жалуется на Запад, а Киев готовится к возможным провокациям со стороны белорусского режима. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Укрепление северной границы Украины. Как собираются защищать Киев и есть ли возможность открытия нового фронта? Россия рассматривает всю нашу границу с белорусами как зону напряжения. Головокружительная карьера. Как Путин возносит до небес и расправляется со своими подчиненными. История Дюмина на новом посту и Пригожина на кладбище. Эрдоган обратился к ООН, назвал Нетаньяху вампиром и выдвинул обвинения европейским лидерам. Никакая идеология не может оправдать варварство больного человека, маньяка, психопата, вампира, который питается кровью. Доброе утро, друзья! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас. Начинаю. В Украине показали, как создают линии обороны в Киевской области. О возведении фортификационных сооружений рассказывает глава областной администрации. На кадрах видны строительные работы. Отмечается, что ход этого строительства постоянно проверяет Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро Украины. При этом угрозы наступления российских войск из Беларуси сейчас нет, говорят в Центре противодействия дезинформации. Россия рассматривает всю нашу границу с белорусами как зону напряжения. Конечно же, силы обороны давно готовы к угрозам с этого направления и были приняты все необходимые меры. Сейчас такая угроза лежит исключительно в информационной плоскости. Для этого они будут нагнетать ситуацию информационно, чтобы наше командование обращало больше внимания на это направление. Впрочем, Беларусь под постоянным наблюдением. Тем временем бои сейчас продолжаются в Харьковской области. В Генштабе ВСУ говорят о том, что россияне пытаются атаковать, но безуспешно. Пропагандисты уже заявляют, что в ближайшее время ни о каком продвижении российских войск там речи не идет. Оккупантам придется уходить в оборону. Это связано с контрнаступлением, к которому готовятся ВСУ. Кроме того, бои продолжаются на Покровском направлении, на Донбассе. Идет информация о частичных успехах, о том, что враг продвигается. Ну, я не думаю, что он дойдет до Покровска. Дальше, если посмотреть на карту Deep State, то уже видно, что вот если на такую географическую, скажем, карту, то вот по линии Евгеньевка, Новоселовка, Камышивка, Птичная, Кулиновка, вот за речку Вовча, там начинаются уже господствующие высоты, ну и сама речка есть. Природной фортификации, скажем, для того, чтобы врагу было тяжелее продвигаться. Я думаю, на этом рубеже мы врага и остановим. Там будет у нас уже там будет преимущество. А сейчас надо отходить с боями, и те позиции вот по этой линии, про которую мы поговорили только что, если посмотреть на карту, мы уверенно уже построили серьезные фортификации, и там уже, я думаю, враг будет остановлен. Ближайшие соседи России не против, чтобы ВСУ били по военным объектам внутри РФ. В Финляндии заявили, что никак не ограничивали Украину в этих ударах, однако правило одно все же действует. Финляндия не установила никаких конкретных ограничений на свою материальную помощь Украине, но предполагает, что материалы будут использоваться в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную захватническую войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает в себя удары по военным объектам на территории агрессора, которые необходимы для самозащиты. Итак, сейчас детальнее о том, как действуют партнеры Украины. Финляндия не ограничивала Украину относительно ударов по территории РФ, но не считает возможным отправку своих войск в эту страну. Франция тоже за уничтожение оккупантов. Позиция Макрона также известна относительно отправки войск. Он такого варианта не исключает. Польша также не ограничивала Украину в ее действиях относительно отправки войск. Звучали разные точки зрения. Последнюю озвучил министр иностранных дел Радослав Сикорский, заявив, что Варшава не исключает ни одного варианта.
Великобритания стала одной из первых стран, которая открыто заявила о том, что разрешает Киеву бить по военным объектам внутри РФ, но отправлять свои войска не будет. Далее Швеция. В Стокгольме тоже разрешают использовать их оружие, так как необходимо Украине. Войска отправить тоже готовы, если предложат союзники НАТО. Страны Балтии, Эстония, Литва, Латвия со стопроцентной уверенностью дают зеленый свет ВСУ для ударов западным оружием по объектам на территории страны-агрессора. Что касается отправки войск, то эти страны также не исключают такого варианта. Аналогичное решение озвучили и в Чехии, там тоже «за». В Нидерландах заявили, что удары по РФ – это даже не предмет дискуссии, однозначное одобрение, и не исключают отправки войск. И не ограничивает Киев Канада. Итого, представители как минимум 11 стран озвучили свое положительное решение. В то же время западная пресса пишет, что Украина уже могла использовать западное оружие по целям на территории РФ, однако не уточняется, где именно. Россию хотят лишить возможности развиваться, говорит Лавров. В очередной раз перед камерами он жалуется на положение, в котором оказалась РФ, начав войну против Украины. Еще недавно Лавров говорил, что Зеленский мечтает поставить Россию на колени, а сейчас глава российского МИДа решил винить в проблемах Запад. И мы видим, как Запад на Центральную Азию хочет распространить свое влияние. Поэтому задача изолировать Россию, она и не дать ей развиваться, не дать ей, в общем-то, полностью реализовать свои возможности, она, конечно, иллюзорная и утопичная. Но цели вот эти, которые вот начались после распада Советского Союза и после осознания того, что Россия-то, оказывается, непослушная, сопротивляется требованиям выполнять наши приказы. Вот этот менталитет, он остается. Ну и проявляется в конкретных изгибах ситуации вокруг Украины уже тихой сапой. Из грязи в князи. Очередная история невероятного карьерного взлета в РФ. Бывший телохранитель Путина стал секретарем Госсовета. Речь идет об Алексее Дюмине, который последние годы сидел еще и в кресле губернатора Тульской области. 14 мая он покинул свой пост. Тогда перед телекамерами даже всплакнул, вероятно, от головокружительного успеха. Тульская область, Тула, навсегда останется в моем сердце. Дюмин в свое время служил Ельцину, уже в 1999 году стал личным бронежилетом Путина, теперь же будет курировать работу Государственного совета, который определяет основные направления российской политики как консультативный орган при президенте. Песков и этому назначению нашел оправдание для русского народа. Ну, смотрите, раньше секретарем был помощник президента Левитин. Левитин, он поменял сейчас свою область кураторства. Он занимается чуть-чуть другими вопросами. Это транспортные коридоры, север-юг и так далее. Его должность теперь советник президента. А тему работы Госсовета теперь курирует помощник президента Дюмин. Вот и он занял место Левитина. Это связано с ротационными процессами. А тот, кто раньше был поваром Путина, теперь на кладбище, но с новым памятником. Речь идет о Пригожине. Скульптуру, правда, установили в Санкт-Петербурге не на главных каких-то площадях или же в парках, а просто на кладбище. Но зато в полный рост и практически за 10 миллионов рублей. Автор бронзового Пригожина говорит, что утверждал то, как будет выглядеть бывший предводитель головорезов из ЧВК «Вагнер» с его мамой. Изобразили, как и просили, по заказу в образе предпринимателя, человека-гражданина и человека-патриота. Это была цитата. Кстати, рука у Пригожина протянута. Скульптор Барков объяснил, что это не живой Пригожин в действии и кого-то на что-то мотивирует. Кстати, без кувалды. Однако в бронзовую руку что угодно можно будет вложить. Это россиянам на заметку.
Эрдоган считает премьер-министра Израиля вампиром, который питается кровью. Кроме того, президент Турции назвал Нетаньяху психопатом, за варварством которого наблюдает мир. Конечно же, досталось не только израильскому премьеру. Эрдоган прошелся и по США, и по лидерам европейских стран, возложив на них ответственность за то, что происходит в Газе. А ООН Эрдоган задал вопрос, который неоднократно, кстати, поднимался и в Украине после варварств российских оккупантов. Для чего они нужны, если не могут остановить геноцид? Никакая идеология не может оправдать варварство больного человека, маньяка, психопата, вампира, который питается кровью по имени Нетаньяху. США – эта кровь также на ваших руках. Вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль. Главы государств и правительств Европы, вы стали партнерами в этом геноциде, этом варварстве, этом вампиризме Израиля, потому что вы молчали. Организация Объединенных Наций, на что вы годитесь, если не можете остановить геноцид, который все человечество наблюдает в прямом эфире в 21 веке? Премьер-министр Польши Дональд Туск побывал на польско-белорусской границе, там, где на днях мигранты с белорусской стороны через забор с помощью ножа, прикрепленного к палке, ранили польского пограничника. Такие штурмы восточной границы Польши Туск назвал организованной акцией белорусских спецслужб. Мы вместе с присутствующими здесь командирами армии и пограничной службы приняли решение, что сделаем все, чтобы ваша служба была максимально безопасной с вашей точки зрения и эффективной с точки зрения охраны границы. Сегодня те, кто здесь несет службу каждый день, рекомендовали нам как можно быстрее восстановить буферную зону примерно в 200-метровой полосе, где это необходимо для эффективной работы польских госслужб на границе. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и отправить свой донат, то не забывайте нажать кнопку «Спасибо» под нашим роликом или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.